Дырчик бы какой-нибудь в основе, ну так, сила так 100. Давай, малыш, ты сможешь! Давай на вершине мира, горку не прет, вообще! Сейчас к соседу за самогоном, потом в баню! Херово он как-то по снегу едет. Здрасте, с вами Даня Крастер. Сегодня будем скрещивать вот это говно и зимнее говно. Ну, сами все увидите. Когда зима приходит туда, где нет дорог, а снегоход стоит как подержанная иномарка, люди начинают немного шевелить мозгой и очень часто думают одинаково. В деревнях, на севере, в тайге и просто в местах, где снег лежит по колено, люди годами переделывают мопеды, старые мотики, мотоблоки, мотособаки, мотокошки. Ну, в общем, все, что лежит под рукой. Мы в этот раз выбрали мопед как самый дешевый. Попытаемся превратить его в снегоход по классическим гаражным технологиям. Во сколько нам обошелся этот эксперимент, ты узнаешь чуть позже, но это точно будет куда дешевле магазинных вариков. Иначе в чем смысл DIY-ного видоса? Короче, если давно задумывался о самопальном снегоходе, то этот видос знак свыше, который ты ждал, чтобы начать. И жена наверняка будет пытаться утаить его от тебя, но я знаю, что ты хитрее и обязательно досмотришь его до конца. А пока надо разобраться, с чем и как предстоит работать. База у нас самый обычный китайский мопед за 16к с Авито. Подушатанный, но сука рабочий. Простой, ремонтопригодный, запчасти для него есть в каждом магазине. Какие тут сразу плюсы? Небольшой вес, простой двигатель, дешевое обслуживание. По-моему, идеальный варик для переделки. Времени мало, дел до хуя, так что погнали. Не знаю, как ты, а я в детстве любил разбирать всякий хлам. Хотя, в принципе, с тех пор ничего особо и не изменилось. Смысл даже не в том, чтобы что-то разобрать, починить и собрать. Кайф просто поковырять железки, позырить, что внутри и как работает. Про всех людей не знаю, но у большинства пацанов это вообще базовая настройка. Если у тебя в детстве был велик, скутер или у бати имелись Жигули, то ты точно держал в руках гаечневый ключ с отверткой и понимаешь, о чем я. Вот у нас команда такая же. Скутер был разобран буквально за час. Сняли все, что осталось, отрезали ненужное, а дальше пошли серым веществом булькать. Как эту кашу из железа и проводов превратить во что-то едущее по земле и по снегу. Ну а перед тем, как начнем прикладывать кучу сил, времени и энергии, давайте подумаем вообще, зачем мы что-то в очередной раз изобретаем. Для этого стоит посмотреть на рынок всякой снежной техники. Ну, самое дешевое, чтобы перемещаться по снегу и в целом зимой, в принципе, даже и летом он у нас универсальный получился, это наш аэрозасранец, который мы делали несколько лет назад. Клевая штука, кстати. А если обратить на всякую мототехнику уже с приводом по земле непосредственно, у нас есть почему-то в России распространенные мотособаки, который, на мой взгляд, является абсолютным ублюдством, я не знаю, культиватор какой-то с гусеницей, который ни хрена не рулится, медленный, странный. И вообще, зачем все это надо? Дальше, если смотреть на покупные какие-то варианты, это 100 с чем-то тысяч стоит снегокат детский с моторчиком, что тоже как бы, ну типа... И уже прикольные варианты, на которых можно гонять и рассекать хоть как-то, это уже полноценные снегоходы от 300к. Ну, блядь, типа, когда ты взрослый мужик с баблом, в принципе, можно выделить денежку на приколы, но, честно говоря, как-то кусаче. Первое, на что сразу пришлось потратиться, это гусеница, приводные звезды для нее и подшипники. Тут особо без вариков. Либо заебываешься и делаешь полностью самодельную гусянку, ибо примеров в инете полно, либо закладываешь бюджет и покупаешь готовую. А заебаться еще успеешь, пока будешь все это пихать в скутер. Как ты понял, мы пошли по второму пути, и из крафта у нас остается только соединение всего вместе. Детали достаточно простые и для вырезания болгаркой, но для ускорения процесса мы резали плазмой. Да и проектировать тут особо нечего. Палка на палку, широкая на широкую и готово. Другой вопрос, как это присрать к мопеду, но об этом чуть позже.
После первых тестов выяснилось, что неплохо было бы подумать о натяжителе. Гусеница обязательно должна быть натянута по аналогии с цепью на велике, иначе будем на месте буксовать. В целом, приделать сюда радиоуправление, и даже в таком виде эту херню прикольно покатать по лесу. Похоже на краулер с Татуины из «Звездных войн». Там, правда, кроме гусеницы еще немного деталей есть. Ну, это мы потом как-нибудь сделаем. Первое, что обоссывается, когда вы пытаетесь ехать на скутере по снегу, это заднее колесо, на которое привод, соответственно, идет. Поэтому мы его варварски спилили. Ну, выкидывать я его не собираюсь, оно еще где-нибудь пригодится в качестве руля, не знаю. И заменили эту историю на вот такую вот гусеницу. Это самое дешевое, что нам удалось найти, и самое в целом простое. Купили здесь звездочку, ролики вот эти направляющие, и вот эта вся штука позволит нам увеличить, во-первых, пятно контакта, во-вторых, посмотрите на этот прекрасный протектор. Глубокий. На самом деле посмотрим, как еще будет работать. Эксперименты, тесты, прототипы. Чтобы это говно куда-то ехало, гусеницу надо чем-то крутить. Цепь здесь будет вполне оправдана. Велосипедную было ставить очково, нагрузки тут все-таки побольше, так что пришлось потратиться на мотоциклетную и пару звезд к ней. Одну мы уже присрали к гусенице, а вторую посадили на вал родного колеса мопеда. Звучит несложно и делается на самом деле тоже, так что справится даже начинающий DIY-щик. Над рамой не было времени долго думать, пара труб к родной раме скутера и готово. Главное, чтобы гусеница ровно стояла, а то в горку будем боком заезжать. И да, насчет подвески. Ну, ее не будет. Родные аморты мы заменили на наш местный стальной профиль, иначе цепь постоянно будет растягиваться и слетать. Отобью ли я себе очко во время езды? Это мы проверим на тестах. А пока это отрыга мопеда промышленности кое-как едет. Но, кажется, есть проблемы в вариаторе. Придется чуть подшаманить. Минута на размышление о рулевом механизме закончилась тем, что мы просто спили его у снегоходов за 200к. Но от амортизаторов снова пришлось отказаться. Жидко выглядят эти палки с пружинами. Мы тут по сугробам собираемся пидошить, а не по тротуару тащиться рядом с бабками. Так что все будет максимально жестко. Ну и, как водится, колесо спереди мы тоже сняли, потому что какие колеса зимой, оно нафиг не нужно. Оно не будет рулить ни по твердому снегу, ни по льду, и тем более ни по пухляку, по которому мы собираемся кататься. У нас же в первую очередь что? Снегоход, чтобы куда-то в лес на нем укатить. Поэтому мы взяли лыжу. Ну, точнее, как лыжу. Это накладка на лыжу у более серийных снегокатов. Снегоходов, если быть точнее. И сделана она... Вообще нигде ничего не написано, но на вкус как будто это полиэтилен низкого давления. Очень скользкая штука, и на морозе должна быть достаточно вязкой. Единственное, что меня здесь смущает, это М5, которым мы закрепились, потому что вот здесь очень мало мяса пластика захватили. Я, пожалуй, все это дело поменяю на крепеж на побольше. Слушай, блин, такой толстый, что я, короче, отменяю свой дай. Да, может, просто шайбочку подложим? Вообще ничего не надо, здесь мясо дохуища. Хотя, знаете что, я хотел на М8 это поменять, но смотря на то, какой здесь толщины пластика остался, я думал, вообще понты мы цепляемся чисто за вот этот вот шлиц. А здесь еще столько мяса, за которое он цепляется, что, я не знаю, пол быка бы сюда влезло. А оставляем М5, все должно работать нормально. Да ебался там, где не надо, а? Лыжи у нас будет две, иначе я завалюсь в сугроб при первом повороте. Внедрить лыжи в родную вилку не вышло, и мы от нее избавились. В итоге сварили самую изичную систему руления, как на картинге. 2 тяги и маятник. Только оси вращения вертикальные.
По расходам только сами лыжи и еще немного подшипников. Тут вышло вполне доступно. И чтобы эта балалайка нормально ехала с точки зрения механики, передаточных всяких там количеств отношений и моего отношения ко всей этой хуйне, мы же уменьшили, получается, колесо. Вот этот вот радиус загиба вот этой вот пижни, это и получается наш совсем последний радиус, который касается Земли, с которого момент съебывает. Поэтому, чтобы нам увеличить скорость вращения всей вот этой вот балалайки и приблизить его к оборотам стокового колеса, нам надо с маленькой ведущей звезды на большую ведомую сделать передаточные отношения больше. Соответственно, вот эту вот большую звезду нам надо уменьшить и поставить вот такую. И все, по идее, вроде как оно должно заработать. Но это мы еще посмотрим. Да, родные колеса мы сняли, но, сука, пришлось ставить другие, чтобы вытащить этого Франкенштейна на улицу. С лыжами залезть в лифт он отказался. А заранее проверить размеры, да зачем, кто так делает? Надеюсь, не придется возвращать его обратно, ведь теперь он в своей родной среде обитания. Ну что, первый тест, давайте посмотрим, как это дерьмо едет. Ха, смотри-ка, можно сидеть, 3 опоры. Гребет! Смотрите, как гребет! Бля, ну аппарат зверь, нахуй, километров 8, уверенно, ебашит. Надо было в следующий раз муравья взять такой, или Карпаты. Бля, там бы 8,5 дали бы. Сука. Сейчас, подожди. Сложный момент тут. Просто. Тихо. Вообще заебись. Не, ну как, ну он едет. Он рулится, он карабкается, ну он едет. Дырчик бы какой-нибудь в основе, ну так, сила так 30-100. Ну и в итоге перед главными тестами давайте подумаем и прикинем, сколько же все это дерьмо стоило и был ли вообще смысл все это делать. А гусянка, звезды гусянки и ролики 18 500 рублей. Это самое дорогое, самое новое, то, что мы здесь купили специально, чтобы он ехал по снегу. Скутер с рук 16 тысяч, подшипники 3221, звезды, цепь и рулевой кардан 2294 и 488 рублей. Аккумулятор 2000 рублей.
в скутере был мертвый, нам его пришлось заменить, чтобы с кика не дрочить его в поле там стоять, а с кнопочки заводить. Ремкомплект кикстартера, лампочки и шланг с маркетплейса 1688 рублей. Натяжитель цепи 168, можно было вытащить из говна какого-нибудь на самом деле. Фильтр 448 рублей, мембрана 300 рублей, потому что, как я уже говорил, в карбюраторе она была мертвая, ее надо было поменять, чтобы он нормально работал. В сумме 45 107 рублей за то, что у вас появился агрегат, который, может быть, и не очень быстро едет, но волокуши на зимнюю рыбалку по ровной поверхности точно довезет. И это будет гораздо комфортнее, чем ехать на мотособаке. Да, он больше, чем мотособака, которую можно кинуть практически в любой багажник тачки, но он комфортнее. И если брать не мертвый скутер, а какой-нибудь помощнее, кубиков на 150 какой-нибудь макси-скутер, и к нему еще и шину, ну вот эту вот гусянку пошире и подлиннее прихерачить, лыжи можно те же самые оставить. Можно получить уже там 1100 рублей, получить агрегат, который сравнится по скорости и комфорту с дешевым снегоходом. И так оно и получается. Если у вас агрегат по себестоимости выходит примерно 100 тысяч рублей, то продаваться в розницу он будет за 300 тысяч рублей. В принципе, экономика сходится. И сделать эту штуку можно в одного за неделю в гараже. То есть вы получаете экономию 200 тысяч рублей. Именно поэтому этот проект достаточно интересен. Hello, my dear motherfucker! Welcome to Russian winter! And this is my DIY snow runner, получается. Let's go for a ride! Вообще! DIY на вершине мира, Ну чё, весело на самом деле, едет, блин. В большой уклон, конечно, не едет, вообще мощей не хватает. Ну и лыжу, типа, эту, гусянку надо побольше, пошире, побольше протектора. А так угорать можно по пологим холмам, вообще в порядке. Типа, я говорю, на рыбалку Саня ебанул сзади и попер. Ну я попер. Сука, блядь, технику продали, колымагу. Ай, блядь! Ай, накопали сугробов! Ну давай! Давай, малыш, ты сможешь! Ха-ха-ха! Блядь, по пухляку-то как прикольно! Вообще кайф! Камера наебалась! Ну и хуй с ней! Я знаю, что дома я буду к вечеру! Не, ну вообще, если честно, GoPro-хами я бы так не разбрасывался, они не лишние. Доживай! Поехали еще кататься. Рил весело. По пухляку, конечно, не очень прет. Но по такому среднему тромбону вообще ништяк. Ну да, в пухляке немного зарывается. Ой, сильно зарывается. Площади опор мало. Да, в пухляке пи***ц.
эта гусянка, короче, не подходит. И пухляк здесь, ну, примерно вот такой. Что ты там намолотила? До самого этого, до самой земли. Пошла, родимая! Сейчас к соседу за самогоном, потом в баню. Хорош! Красота! Потрамбован он вообще нормально едет. Еще раз проеду там. Едь, давай! Садись, подвезу! Садись, говорю. Стопудово. Не быстро. А? А ну, раскачку. Там все, гусениц Да. Запахи что-то нехорошие. Это от меня. Это я понял. Вот. Ура, поломки! Цепь слетела. Все. Тут СТО рядом. Докатим. 3 километра на выезде. Все? Да. А ты Мастер-фломастер. Все, да, готово. Эй! Давай, блядь! Прет, как не в себя, вдвоем! Нормально, блядь! Там, наверное, камни уже начало шлифовать около земли. Ну, трактор, короче, получился, по сути. Не, ну зато не пешком. Сейчас тебя навозом забросает по спине немного. Цепь слетела. Что я могу сказать? Охуенно, короче. Шалость удалась абсолютно. Вот этот драндулет чуть подороже, посильнее. И вообще кайф. Ну и гусянку пошире. А так вообще абсолютно рабочая тема. Круто. Всем спасибо. С вами был Даня Крастел, лаборатория БНБ. И я поехал в баню. Погода слишком классная. Вообще хочется на рыбалку на зимнюю со стримом. Но это как-нибудь потом. Все, давай, покеда. Скотина, блядь.